Всем привет! 13 марта 2019 года, очень поздно вечером по московскому времени, Google так вот нежданно-негаданно выпустили первую бета-версию своей мобильной операционной системы Android, которая в этом году празднует юбилей, ей исполняется целых 10 лет. И как обычно, называться она будет в честь какого-нибудь десерта по первой букве английского алфавита, но название мы еще не знаем, но знаем букву, это буковка Q. Поэтому так мы ее будем называть Android 10Q. Сейчас первую бета-версию Android 10Q можно установить только на устройство Pixel от компании Google, начиная с 1 по 3 поколение. У меня на руках есть два устройства, это Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL. На младшей версии у меня уже установлена новенькая Android 10Q, а на старшей версии старенькая Android 9 Pie. В этом обзоре мы детально сравним предыдущую версию Android с новой, посмотрим на то, что изменилось, что добавили нового, а что попросту осталось без изменений. Я постараюсь показать все достаточно наглядно, потому что я подозреваю, что у 99% зрителей, к сожалению, нет Google Pixel и вы не можете проверить все сами. Я постараюсь показать все в деталях с моими комментариями и чтобы вам это было интересно. Давайте начинать. Итак, справа передо мной лежит Google Pixel 2, на нем установлен Android 10Q Beta 1, а слева передо мной лежит Google Pixel 2 XL, на нем установлен Android 9.0 Pie. Начнем с экрана блокировки, я буду вот так вот нажимать пальцем, чтобы экран у нас не потух. Как видим, сверху у нас уже изменился шрифт, на 9-м Android у нас установлен шрифт Работа, а на 10-м Android новый шрифт Google, он так и называется Google Sans. Посередине у нас ничего не изменилось, также время, дата, погода, какая-то надпись, уведомления. Также видим, если так вот нажимать, то на 10-м Android интерфейс у нас подпрыгивает, на 9-м все стоит неподвижно. Также видим, что снизу у нас изменилась иконка. Раньше здесь был отпечаток пальца, а теперь просто замочек. Теперь давайте введем пароль. Здесь у нас также время, погода, дата. Здесь у нас теперь ничего не отображается. Мы на главном рабочем столе, анимация переходов у нас, как видим, не изменился. Изменился только шрифт, как я уже говорил. Здесь у нас работа, здесь Google Sans. Давайте вызовем меню многозадачности. Как видим, на 9-м Android он у нас такими острыми углами, а на 10-м Android он наконец-то с закруглениями, так как и должно быть с самого начала. Не знаю, почему Google это не сделали еще на 9-м Android. Здесь у нас ничего не поменялось. Также вызываем меню. Жесты у нас остались теми самыми, то есть один раз вызываем меню многозадачности, второй раз меню. Если один раз так долго провести, то сразу вызываем меню. Свайпаем вправо, переходим последнее используемое приложение. Вот так вот. И на 10-м Android все то же самое. Ничего кардинально не поменялось в этом плане. Теперь давайте попробуем открыть какое-нибудь приложение. Например, часы. Как видим, анимация у нас не изменилась. Она исходит из приложения. Но здесь у нас он из круглого переходит в такой вот острый экран. А здесь сразу острый. То есть как многозадачностями. Здесь с закруглениями, здесь нет. Но какой сейчас присутствует баг в анимации на 10-м Android? Смотрите, если мы откроем часы, я сейчас замедлил анимацию. Она вот так вот переходит плавненько с острыми углами, сразу переходит так вот аккуратненько на полный экран. Здесь же мы вызываем часы и, как видим, тоже острые, потом опс, резко круглый и переходит. То есть какой-то баг, видимо, не доработали, должны доработать. Надеемся, что это исправят, потому что даже если мы не замедляем анимацию, то это видно. Так вот видим еще раз, опс, круглый и переходит, баг, но должны поправить. Переходим к следующим визуальным изменениям, шторку, вот так вот переходим, видим, здесь ничего толком не поменялось, кроме нового шрифта Google Sans, но теперь у нас показывает примерное время, до какого момента у нас может прожить телефон. Видим, до 6 вечера он у меня сейчас прижет при таком использовании. Здесь у нас по-старому отображалось только Wi-Fi и уровень приема сигнала, они здесь также остались. Переходим к следующему визуальному изменению. Если раньше мы просто так вот брали и убирали приложение, то оно у нас исчезало и приходилось добавлять его заново. Теперь же на 10-м Android, если мы как-то случайно, допустим, его убрали, либо передумали, то мы можем отменить это действие, и нам не приходится заново добавлять это приложение из меню, отменили, и все вернулось на свое место. На 9-м Android, если мы удерживали клавишу питания, то мы вызывали контекстное меню, где мы могли выключить телефон, перезагрузить, полностью его заблокировать, но сейчас здесь это отключено, либо же сделать скриншот. На 10-м Android это контекстное меню дополнили, как видим, выключить, перезагрузить, блокировка, скриншот, а также можно теперь сделать экстренный вызов. Следующее изменение у нас касается уведомлений. Вызовем шторку. И как видим, если раньше мы смахивали вот так вот аккуратненько, то у нас вызывалось контекстное меню, где мы могли отложить уведомление, либо перейти в его настройки. Но это вызывалось с двух сторон. И смаха влево, и смаха вправо. А если быстренько вот так вот смахнуть, то у нас это исчезало. На 10-м Android логика немножко изменилась. Теперь даже если быстро свайпнуть справа налево, то у нас вызывается контекстное меню, где мы можем отложить уведомление, либо перейти в его настройки.
настройки, то есть заблокировать этот тип уведомлений, сделать их без звука, либо присылать уведомления со звуком, либо же полностью перейти в настройки этого уведомления. Ну а если мы делаем свайп слева направо, то это уведомление у нас исчезает. И поначалу на самом деле не прикольно, хочется иногда свайпнуть справа налево, оно у нас не свайпается, вызывается меню, приходится свайпать слева направо, приходится к этому привыкать. Следующее, что у нас изменилось меню «Поделиться». Давайте, например, откроем Instagram, и как это выглядело у нас на 9-м андроиде. Нажимаем на 3 точки, «Поделиться ссылкой», и вот такое вот у нас высвечивается меню, где мы можем скопировать ссылку, быстро отправить какие-нибудь ссылки в приложение, например, в Telegram, либо в Google Диск, а также другие приложения. Теперь посмотрим, как это выглядит на 10-м андроиде. Нажимаем на 3 точки, «Поделиться ссылкой», и как видим, что теперь скопировать ссылку мы можем сверху. Ярлыки, где мы можем использовать другие приложения, например, Telegram, либо Google Диск, у нас они прогружаются быстрее, нежели чем на 9-м андроиде. И также вот у нас остались другие приложения, то есть теперь это выглядит таким образом. А теперь поговорим про самую ожидаемую функцию 10-го андроида, это темная тема. Давайте посмотрим, как это все происходило на 9-м андроиде. Перейдем в настройки, как видим, темная тема у нас сейчас активирована. Переходим в настройки экрана, дополнительно, тема устройства темная, либо можно было сделать автоматически в зависимости от обоин. Давайте оставим темную для сравнения. А теперь перейдем в 10-й андроид, также перейдем быстренько в настройки, экран дополнительно, но тема у нас куда-то пропала. Куда же она пропала? Как активировать темную тему? А темную тему теперь можно активировать только через режим энергосбережения. Из-за того, что темная тема теперь вызывается только через режим энергосбережения, это, конечно, не факт, что оно так и останется. Возможно, к релизу это все поменяют, но какие минусы через этот способ? Если мы вызываем темную тему только через режим энергосбережения, она нам нравится, но в этом режиме мы мало того, что не получаем некоторые уведомления, потому что фоновая активность некоторых приложений блокируется, и тем самым уведомления приходят меньше. Но также у нас снижается производительность устройства, потому что занижается частота, чтобы экономить батарею. Соответственно, мы как бы получаем темную тему, экономим батарейку, но при этом мы убираем уведомления, и телефон работает чуть-чуть медленнее. Вот такие вот минусы темной темы на 10-м андроиде, но возможно это все изменится к релизу. Не факт, что оно так все и останется. Теперь давайте посмотрим, как у нас работает тема на 10-м андроиде по сравнению с 9-м. Первое изменение, здесь у нас все-таки такой вот немножко серый цвет. На 10-м андроиде это настоящий черный цвет, то есть пиксели здесь не подсвечиваются. Для AMOLED экранов это реально круто, потому что батарейка будет реально беречься, потому что эти пиксели просто не подсвечиваются. Здесь они чуть-чуть подсвечиваются. Тем не менее, как доказали Google, даже если пиксели у нас темных оттенков, все равно эта батарея бережет. Но когда они полностью не работают, это реально круто. Итак, первое изменение. Теперь у нас не только шторка темная, но и уведомления у нас теперь тоже черные. Как видим, раньше они были белыми, теперь они черные. Но что у нас изменилось помимо уведомлений, которые раньше были белые, теперь черные? Меню у нас таким же осталось прозрачно темным. Теперь перейдем в настройки. И как видим, настройки реально стали черными. Это прям кайф. Если вы часто сюда заходите, то батарейку это вы точно теперь будете беречь. Но выглядит это реально стильно, симпотно. Как видим, из-за того, что у нас AMOLED экран, границ практически не видно. Здесь так-то у нас все осталось белым, даже несмотря на то, что черная тема у нас активирована. Раньше это все было белым, теперь это все черное. Но темный режим у нас теперь будет менять не только какой-то системный интерфейс, так, то есть меню, шторку, уведомления, либо же настройки, он также будет менять системные приложения. Как мы знаем, Google за последний год постепенно внедряли темную тему во все свои основные приложения, в телефон, сообщения, контакты, также у нас изменился Google Play игры, Snapseed и очень много других системных приложений, либо просто приложений от Google. Но на 9-м андроиде это также работало, например, со звонилкой, с сообщениями и с другими приложениями. Но давайте теперь сравним приложение файлы. Итак, открываем приложение файлы, и теперь видим, что здесь оно у нас осталось белым, а тут оно у нас теперь черное. Но помимо того, что теперь это системное приложение у нас становится черным, давайте, кстати, продемонстрирую. Отключаю режим энергосбережения, оно становится белым. Включаю, оно становится черным. Здесь, как видим, даже при наличии темной темы, оно все равно белое. Но приложение файла у нас теперь также обновилось. Во-первых, оно получило новый Material Design версии 2, все стало вот таким вот новеньким. И также у нас появилась сортировка по типу файлов. Например, загрузки сделаем только изображения, либо давайте оставим только документы, и видим, у нас остались только документы. Это реально удобно, если у вас в одной папке много разных файлов. Следующее
Следующее изменение, для него нам нужно сейчас будет выключить полностью звук и включить музыку. Давайте что-нибудь включим. Здесь также выключим звук и включим музыку. Переходим на экран блокировки, и как видим, у нас теперь здесь изображение блюрится. То есть если мы меняем, то в зависимости от обложки она также блюрится, и обложку как самому не видно, а видно какой-то такой вот размазанный эффект. Достаточно прикольно. Здесь же на 9-м андроиде у нас полностью отображалась обложка. То есть вне зависимости от того, что у нас было, блюра не было, и это иногда выглядело, ну, не симпатично. Теперь же на 10-м андроиде это выглядит все достаточно мило и прикольно. Переходим к следующему нововведению, которое по какой-то причине еще никто не нашел в интернете, по крайней мере я не видел этих сообщений, я его сам обнаружил случайно. Здесь стоит Gboard последней версии как на 9-м, так и на 10-м андроиде. Давайте перейдем в смайлики на 9-м андроиде, видим, что переключать их нужно было вот таким вот образом, горизонтальным свайпом. Вот у нас менялись тематики, но свайпать нельзя было, только вот так вот. Если надо было куда-то переходить, то вот так вот далеко свайпать, это было реально неудобно. Теперь же переходим на 10-м андроиде, и это, о слава богу, вертикальный свайп, и теперь можно быстро переходить к любым смайликам, какие вы хотите. Также переходим в тематику и быстренько свайпаем. Наконец-то они до этого додумались, я этого реально ждал, потому что я страдал, нужно было переходить в смайлики и вот так вот свайпать, чтобы найти что-то нужное тебе. Теперь быстро вот так свайпаешь, хопс, и переходишь к нужному тебе разделу. Слава богу, это ввели. Следующее новшество конкретно для этой беты, не для системы в целом, то есть в релизной версии такого не будет, но в бета-версиях 9, 8, 7 Android такого не было. В бете у нас появилось такое приложение Android Beta Feedback. Что оно нам позволяет делать? А оно нам позволяет отправлять репорт о какой-то ошибке, делать feature request, то есть просить какую-то новую функцию, либо просто оставлять фидбэк, нравится нам бета, либо не нравится. Я, например, уже оставил отзыв, точнее попросил feature request, чтобы они изменили вот такую логику, чтобы темный режим включался не из режима энергосбережения, а как по-старому, как было в 9-м Android, через настройки, и, возможно, разработчики Android к этому прислушиваются. По крайней мере, это очень положительная тенденция, что такие приложения появляются. Раньше такого не было, и нужно было как-то через форумы стучаться до разработчиков. Теперь же напрямую можно к ним отправлять всякие баги, либо feature request, что очень прикольно, и в этом плане Android-разработчики реально молодцы. С главным экраном разобрались. Здесь, конечно же, поменялось не только то, что я перечислил, но еще много чего под капотом, либо в настройках что-то убрали, добавили, но все основные моменты я постарался перечислить и вам их показать. Теперь давайте перейдем в настройки телефона и посмотрим, что у нас изменилось уже здесь. А здесь у нас добавились два новых пункта. Это местоположение и конфиденциальность. Раньше такого не было. Откуда эти пункты взялись? Они раздробили такой пункт, как защита и местоположение. То есть у нас появилось пункт меню местоположение. А конфиденциальность у нас вынесли его и из местоположения, и из приложения уведомления. То есть зачем-то они вынесли его сюда. Ну потому что у нас как бы Android теперь у нас такой безопасный, секьюрный, и нужно это показать своим пользователям. Давайте посмотрим меню местоположения. Теперь, если мы здесь нажимаем вот так вот один раз и раскрываем все дополнительные менюшки, то тут нужно нажать защита и местоположение. Также все раскрываем и видим, что принципиально сильно ничего не изменилось. Также остались 4 вот эти вот менюшки. Поиск сетей Wi-Fi у нас теперь называется так. Здесь он просто назывался поиск. И также у нас здесь показываются приложения, которые последние использовали геолокацию, а здесь все приложения, которые в принципе могут использовать эту геолокацию. На 10-м Android все приложения, которые могут использовать геолокацию, у нас делятся на 3 уровня. Приложения, которые могут использовать геолокацию всегда, приложения, которые могут использовать геолокацию только когда мы их используем, и приложениям, которым полностью запрещена использование геолокации. На 9-м Android смотрим, что мы просто давали разрешение на геолокацию, неважно, использовали мы это приложение, либо не использовали, мы ему просто разрешали, а там уже как приложение себя будет вести. Здесь же мы это можем контролировать. Например, давайте откроем приложение Яндекс.Такси и видим, что я ему разрешаю использовать мою геолокацию только когда я использую это приложение, то есть оно у меня открыто. Если я приложение сворачиваю, либо закрываю, оно не может использовать мою геолокацию. Я могу ему разрешить использовать геолокацию всегда, даже в фоновом режиме, использовать геолокацию только в активном режиме, либо я могу ему полностью запретить использовать мою геолокацию. Это очень хорошо, что Google реализовали эту функцию. Они это, кстати, сперли у iOS, и iOS это еще было очень давно, насколько я помню. Но теперь такие приложения, как Instagram, собаки фейсбуковские, не могут использовать мою геолокацию, когда я не использую Instagram. Меня это всегда лично очень бесило, и я постоянно, когда, допустим, что-то постил в Инстаграме, выхожу, смотрю, у меня постоянно висит геолокация. Приходилось каждый раз запрещать Инстаграму ее использовать. Теперь же я не парюсь, могу выставить разрешить только при активном использовании. Захожу в Инстаграм, он использует мою геолокацию. Выхожу, он не использует. Это реально прикольно.
Следующее интересное нововведение меню. Теперь мы можем расшаривать сеть Wi-Fi через QR-коды. Например, нажимаем на мою сеть Wi-Fi, поделиться, ввожу свой пароль, и как видим, у меня появляется QR-код, который я могу поделиться со своим другом, чтобы ему не диктовать, допустим, огромный свой пароль от Wi-Fi. Либо я могу подключаться к Wi-Fi через QR-код. Но, кстати, я заметил сейчас баг, что в темном режиме у меня не отображается иконка, она вот нужно нажать сюда, и у меня появляется камера для сканирования QR-кода. В светлой теме это все видно, такая вот недоработка. Если посмотрим на 9-м андроиде, то если я перехожу в настройки Wi-Fi и выбираю мое Wi-Fi соединение, то здесь у меня отображается просто информация о моем Wi-Fi соединении. Здесь же я могу поделиться, здесь этого нет, и также я могу в 10-м андроиде теперь подключиться к Wi-Fi через QR, здесь такого тоже нет. Теперь давайте перейдем к настройкам уведомлений. Нажимаем сюда, допустим, вызываю Google Play Музыка, уведомления, и вот такие вот уведомления я могу получать от этого приложения. Также могу провалиться дальше и настроить конкретное уведомление от этого приложения. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит на 10-м андроиде. Нажимаю приложение и уведомления, выбираю все приложения. На 10-м андроиде мы можем эти приложения отсортировать по сначала новым, самым частым, либо для тех приложений, которые уведомления для них отключены. Например, сортируем по самым частым и смотрим, что, например, от Телеграма я получаю 47 уведомлений в день, от ВКонтакте 15, от телефона 8 уведомлений в день. Проваливаюсь в Telegram. Здесь также есть отдельные уведомления для разных почтей. Допустим, выбираю ИТМО и можем перейти в настройки. И здесь также все как и на 9-м андроиде, то есть проваливаемся в конкретный раздел уведомлений, и здесь у нас конкретно ничего не изменилось, кроме того, что теперь мы видим, сколько примерно уведомлений мы получаем в день. Также интересная настройка для уведомления, например, если я возьму и скрою это уведомление, допустим, я сделаю, чтобы не включать звук, то я могу сделать так, чтобы это уведомление у меня полностью вообще не показывалось в верхней шторке меню. Переходим в приложение и уведомления. Уведомление нажимаю на Hide Silent Notification Status Icons, то есть я нажимаю так, и оно у меня скроется. Нажимаю, и оно у меня появляется. То есть если вас это как-то напрягает, здесь таким образом можно регулировать. Переходим в новый подраздел настроек. Это настройки конфиденциальности. Здесь у нас перекочевала часть настроек из защиты и местоположения. Например, видим, показывать пароль у нас теперь показывается здесь. Нажимаем дополнительно, и здесь вот это вот уже новое. Здесь у нас показывает информация о нашем аккаунте Google. Например, автозаполнение, где показывается информация об аккаунте, личная информация, адреса, способы оплаты, пароли, история местоположений, реклама, где мы можем настраивать рекламу для нашего Google аккаунта, либо использование диагностики, отправлять какую-нибудь информацию Google для того, чтобы она улучшала Android. На 9-м андроиде у нас такого не было, разве что было только Google, но и здесь Google также остался, но теперь нам не нужно проваливаться в аккаунт Google и переходить в веб-версию, а здесь все это можно сделать теперь с телефона. Переходим в конфиденциальность и настраиваем это все здесь, если вам это нужно. Следующее изменение в настройках у нас располагается в батарее, режим энергосбережения и создание расписания. Здесь появляется такой пункт, как с учетом истории подзарядок, то есть используется искусственный интеллект Android. Переходим в 9-й Android, нажимаем батарею, режим энергосбережения, и у нас здесь больше ничего нет, так включать автоматически, либо при каком-то уровне. На 10-м Android мы можем включить эту настройку, и режим энергосбережения у нас будет включаться тогда, когда телефон подсчитает это нужным с учетом наших подзарядок и режима использования. Как видим, искусственный интеллект внедряется все больше и больше в Android. Теперь это у нас режим энергосбережения. В прошлом году, например, это было у нас в настройках экрана и адаптивной яркости. Если мы это включаем, то и мы как-то регулируем яркость в зависимости от наших предпочтений. Искусственный интеллект это также запоминал и регулировал за нас. Теперь же у нас это внедряется все больше и больше, как я уже сказал, систем. И вот разные кусочки все потихоньку у нас регулируется самой системой, не нами, в зависимости только от нашего поведения. Что, наверное, прикольно, но как бы хочется все иногда тоже своими руками регулировать. И надо, чтобы, конечно, Google давал какую-то возможность. Либо регулируй сам, либо полностью отдавай это на искусственный интеллект. Также, что нового из настроек, если перейти в специальные возможности, здесь появилась такая настройка, как время на чтение и время на выполнение действий. Разницу между ними я, если честно, не понял. Здесь у нас такое описание. Укажите, сколько времени вам нужно на чтение автоматически исчезающих сообщений. А в этой настройке укажите, сколько вам времени нужно на выполнение действий с автоматически исчезающих сообщений. То есть сообщение у меня исчезает автоматически, и смысл, что я его читаю, либо выполняю действия, это мне, как по мне, это одно и то же. Посмотрим, как это будет работать. Возможно, в релизной версии как минимум изменят иконочку, и мы будем понимать, как это все работает. Пока что непонятно. Также в специальных возможностях у нас изменилась настройка вибрации. Так она выглядела раньше. Мы могли регулировать вибрацию при входящих вызовах и уведомлениях, а также при касании. Теперь же это все у нас разделилось отдельно при звонке, при уведомлении и при касании, что достаточно хорошо. Если вам, допустим, не нравилось при входящих вызовах, но хотели уведомления, приходилось как-то терпеть, теперь можно это все регулировать отдельно. Переходим к одним из самых интересных настроек. Это настройки разработчика. Система дополнительно для разработчиков. Кто не в курсе, она активируется, если нажать 7 раз по номеру сборки в разделе
о телефоне. Первое интересное, здесь появилась увеличенные настройки для смарт-лока. Например, я могу сделать так, что смарт-лок не будет разблокировать телефон, а сделать так, что он не будет блокироваться долго, если я, допустим, нахожусь в Bluetooth наушниках. Либо, если я ухожу от своих Bluetooth наушников, то смарт-лок у меня отключается. Это достаточно прикольно, то есть дополнительные настройки для этого раздела, что не может не радовать, кто этим пользуется. Также здесь появилась такая интересная настройка, как Game Driver Preferences, то есть, я так понимаю, это некий аналог игрового режима. Как это будет реализовано, еще непонятно. Можно использовать для всех приложений, либо для конкретных. Например, ВКонтакте включаем Game Driver, либо отключаем. Посмотрим, как это будет по финальной релизной версии. Также мне показалась интересная настройка разрешить сохранение на внешние накопители отдельных приложений. То есть раньше для этого нам требовался root, теперь он для этого не требуется, что также хорошо. Рядом с этой настройкой также есть настройка разрешить создание окон произвольной формы. Я это активирую и, допустим, хочу вызвать разделение экрана, и у меня здесь появляется произвольная форма. Сейчас это никак не работает, это больше создано для foldable phones, то есть гнущихся, либо с большим дисплеем, где мы можем как-то регулировать окна наподобие компьютера. Ну и самое интересное, внизу у нас теперь появился выбор цветового акцента. Например, я могу выбрать Black, на черной теме это у нас белое, если у нас светлая тема, то здесь это все становится черным. Вот так вот у нас теперь все настроечки, всякие дополнительные функции у нас становятся такого цвета. Могу выбрать Green, то есть зеленый, все зеленого цвета, либо Purple, фиолетовый, вот так это все выглядит. Кастомизация всегда хорошо, Google молодцы, что придерживаются этого, добавили вот темную тему, цветовые оттенки добавили, лишь бы теперь они это все вынесли из разработчиков в основной раздел настроек, чтобы этим могли пользоваться реально все пользователи, а не только те, которые хоть как-то чуть-чуть там прошарены. Теперь перейдем в экспериментальные функции. По их названию можно понять, что вообще не факт, что что-то из этого появится в релизной версии. Что здесь самое интересное? Здесь мы можем активировать настройку Screen Record Long Press. Что нам это дает? Мы можем делать запись экрана встроенную без дополнительных приложений. Зажимаем клавишу питания и долго держим по скриншоту, и мы теперь можем начать запись экрана. Нажимаем, начинаем, все, идет запись экрана. Я вот так вот делаю, нажимаем приостановить. И вот у нас появляется запись экрана, записывает он Full HD, качество где-то 95, сейчас вот все видим, все работает. Приложения никакие дополнительные не нужны, все это делается через систему, опять же, так же как и с настройками цветового акцента, лишь бы они это все добавили в финальную релизную версию, чтобы не нужно было париться с дополнительными приложениями, либо как-то root, ADB, неважно. Сделайте уже нормально, как люди просят, но блин, посмотрим. Большинство экспериментальных функций пока что непонятно, как работает. Многие пытаются это выяснить на тематических форумах, но безрезультатно. Активируют, пытаются найти, на что это повлияло, не могут найти. Ну, допустим, первая настройка у нас активирует показ обоины через Always On Display. Вот это вот реально экспериментальная функция, непонятно, зачем она нужна, ну и пусть она здесь у нас прекрасно остается. Вот такой вот у нас, друзья, 10 Android. На самом деле очень много нововведений реализовано под капотом для разработчиков. Из таких вот явных, видимых изменений, которые люди любят больше всего, это, конечно же, темная тема, закругление в многозадачности, а также добавление шрифта Google Sans как системного основного. Сейчас я перечислю изменения, которые у нас произошли под капотом, которые мы не можем видеть, но которые как-то повлияют на наш пользовательский опыт. Первое. Приложениям нужно будет отдельно получать доступ для фото, видео, либо аудиофайлов для каждых отдельно. Нам это можно будет разрешаться регулировать, либо для разработчиков пока что не ясно, но опять же это хорошо для конфиденциальности. Также Google добавили новый инструмент для работы приложений в фоне. Чтобы они не злоупотребляли фоновой активностью, создан будет отдельный канал конкретно для уведомлений, либо других активностей, которым нужно будет уведомление, чтобы как раз таки не жралась батарейка и нас никто не записывал, либо не использовал нашу геолокацию. Также Google добавили ограничения к таким сведениям, как EMI и серийному номеру устройства. Теперь разработчики не будут иметь сведения об этой информации о вашем устройстве. Также разработчики получат инструмент, чтобы они могли вызывать окна с системными настройками, такими как Wi-Fi, либо Bluetooth, если они необходимы для какого-то действия в приложении. Также в 10 Android появится информация о глубине изображения, если оно было сделано в портретном режиме для сторонних приложений, что даст как раз таки развитию всему этому движению, а не только приложению Google Photos. Также добавили поддержку новых видеокодеков, таких как AV1 и HDR10+. Значимое уведомление для Google Play. Все приложения, начиная с 10 Android, Android 10Q, должны быть минимально заточены под Android 9.0 Pie, а также все приложения должны перейти на 64-битную систему. Если приложение не соответствует этому формату, то оно будет уведомлять пользователя, что приложение устарело, воспользуйтесь другим.
А также добавили некий режим рабочего стола. Как он еще работает, неизвестно на первой бете, но скорее всего это будет что-то похожее на Samsung DeX, когда мы подключаем телефон через USB Type-C к монитору, и у нас будет выводиться большой Android на большие мониторы. Был рад вам показать, друзья, нововведение в первой бете Android 10.q. Надеюсь, что вам понравилось. Вопрос, когда выйдет у нас стабильная версия? Вообще Google обещает 6 обновлений для беты, то есть будет у нас и всего 6 бет, а финальная релизная версия выйдет в третьем квартале. Скорее всего, это будет как с 9-м Android в начале, либо в середине августа. Большое спасибо, если вы досмотрели этот обзор до конца. Он большой, я знаю, что он не для всех, а для неких таких вот гиков, как я. По крайней мере, я такие обзоры люблю, чтобы вот прям так вот наглядненько посмотреть, что появилось нового, как выглядит интерфейс, а не просто перечисление каких-то там нововведений, быстрых показов. Нет, я люблю, допустим, чтобы это все было детально и информативно. Надеюсь, что вам это тоже нравится. Пишите ваши мысли в комментариях, что вам понравилось в новом 10-м Android, что не понравилось. Но стоит заметить, что это только первая бета, всего их будет 6, как я уже сказал, и доступ к ней получит не только устройство Pixel, но а также других производителей. В этом году обещают прям масштабное обновление не только для Pixel, Sony, Xiaomi, там Mi Mix был, но обещают прям очень много производителей и очень много устройств. Посмотрим. В общем, у меня на этом все. Как видите, уже час ночи. Сейчас пойду монтировать видео. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то, пожалуйста, поставьте палец вверх. Мне это будет очень приятно. Делаю все это для вас. Ну и увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!